Поголовье крупного рогатого скота на Земле насчитывает около 1,5 миллиарда голов. Ежегодно эти жвачные животные выделяют в атмосферу огромное количество метана. Порядка 10% всей антропогенной эмиссии связано с сжиганием углеводородных топлив. По своей парниковой способности метан в 28 раз превышает углекислый газ по воздействию на атмосферу и находится в атмосфере около 10 лет. Каждая корова в сутки выделяет примерно 500 литров метана, что составляет около 750 миллиардов литров метана в сутки от всего поголовья. Это обстоятельство связано с особенностями пищеварения этих жвачных животных. Газ формируется в рубце коровы, первом отделе желудка. Здесь большой объем растительной пищи подвергается воздействию множества микроорганизмов, грибов и архей и преобразуется в водород и углекислый газ. Населяющие рубец коровы бактерии, метаногены, объединяют эти два газа в метан. В сутки взрослая корова выделяет от 30 до 50 килограмм навоза. За одни сутки на планете образуется в среднем 60 миллионов тонн навоза. Это около 1 миллиона железнодорожных вагонов. Представляете? Каждый год 1,5-миллиардное поголовье крупного рогатого скота производит в среднем 21 миллиард 600 миллионов тонн навоза. Это огромная цифра. Для осознания проблемы сравним объем образующегося навоза с объемом мировой добычи угля. 10 крупнейших стран-лидеров по добыче угля в 2019 году добыли 7 миллиардов 212 миллионов тонн. То есть угля добывается в 3 раза меньше, чем образуется навоза. В навозе крупного рогатого скота среднее содержание метана составляет около 60% от образующихся газов. Навоз применяют как удобрение для повышения плодородности почв и в качестве основного компонента субстрата биогазовых комплексов, работающих на коровьем навозе. В малоразвитых странах навоз крупного рогатого скота используют как строительный материал и как твердое печное топливо. К сожалению, объем перерабатываемого навоза столь ничтожен, что эта проблема занимает одно из первых мест в списке вопросов, тормозящих развитие животноводства и негативно влияет на экологические проблемы в мире. Есть ли в мире технологии, способные энергоэффективно, прибыльно и экологически чисто перерабатывать такое огромное количество образующегося навоза? Могу, конечно, ошибаться, но предполагаю, что до сегодняшнего момента их не существовало. Наша научно-исследовательская инжиниринговая группа поставила перед собой цель – решить данную проблему. На сегодняшний день одним из основных направлений переработки коровьего навоза являются биогазовые установки, предназначенные для утилизации отходов животноводства и пищевой промышленности. Рассмотрим структурно-технологическую схему биогазового комплекса. Из коровников с бесподстилочным содержанием животных жидкий навоз поступает в приемник-гидролизер, где смешивается с большим количеством воды. Навоз с подстилкой соломы доставляют погрузчикам в накопитель, а затем перегружают в бункер загрузчика-дозатора. В заданных технологом пропорциях оба компонента субстрата поддаются в ферментер, где происходит процесс предварительного нагрева, перемешивания и сбраживания. После нескольких дней пребывания субстрата в ферментере часть его переливается в дображиватель, где и происходит основное выделение и сбор биогаза. После закладки субстрата в дображивателе до выработки первого газа пройдет от 30 до 50 суток. Весь процесс переработки субстрата занимает около 10 дней. Процесс непрерывный. Отработанный субстрат поступает в резервное хранилище органических удобрений и далее вывозится на поля. Образующийся биогаз необходимо очистить от влаги и других негативных примесей, например, сероводород. И газ поступает на блок очистки, далее на газопоршневые электростанции. Тепло, снятое с газопоршневых электростанций, идет на поддержание технического процесса, обогрева ферм и жилых домов, если его, конечно, хватает. Излишки биогаза приходится сбрасывать в атмосферу через клапаны сброса избыточного давления или сжигать в факеле. На газопоршневых электростанциях происходит сжигание газа в двигателях, где и вырабатывается электроэнергия и снимается тепло с двигателей.
Выработанная электроэнергия подается в сеть через отдельный счетчик учета и оплачивается государством по отдельному высокому тарифу. В основном на этом и зарабатывают биогазовые комплексы. Работа всех узлов и агрегатов построена на использовании электроэнергии из государственных сетей по стандартному тарифу. Работа биогазовых комплексов без дотаций государства убыточна. Вторым возможным источником дохода биогазовых комплексов может являться продажа соседним хозяйствам полученного жидкого удобрения. Но здесь есть проблема, которая заключается в том, что 40% субстрата до конца не перерабатываются бактериями. А температурный режим при мезофильном процессе, это плюс 37, плюс 40 градусов Цельсия, не способствует уничтожению основных болезнетворных бактерий. Данное обстоятельство препятствует сертификации в государственных органах отработанного субстрата в качестве удобрения. Да и процесс сертификации слишком долг – до 3 лет. А теперь рассмотрим состав полученного биогаза. Условно его можно разделить на две части – энергетическую и балластную. Энергетическую часть составляет метан. Его образуется около 60%. Балластную часть биогаза составляют несколько газов. Основной – до 38%. Двуокись углерода, он не горючий. Сероводород, хотя и горюч, но его желательно удалять из состава газа, так как он оказывает сильное негативное воздействие на газопоршневые станции и окружающую среду. Аммиак тоже горючий газ, но он имеет достаточно высокую температуру воспламенения и негативно влияет на медные элементы двигателей, да и процент этого газа крайне незначителен. Газ, полученный на биогазовых комплексах, обладает достаточно низкой теплотворной способностью – около 22 мегаджоулей на метр кубический, и поэтому на выработку 1 киловатта электрической энергии его уходит значительно больше, чем природного газа, а именно 0,36–0,38 метра кубических газа на 1 киловатт-час электрической энергии. Также отмечу, что удельные капитальные затраты на 1 киловатт установленной мощности составляют от 3 до 5 тысяч евро, без учета монтажа и пусконаладочных работ. Срок окупаемости биогазовых комплексов колеблется от 5 до 13 лет. Итак, для чего же внедряются малоэффективные и дорогостоящие биогазовые комплексы? Вывод один. Хотя бы как-то уменьшить негативное воздействие образующегося навоза на окружающую среду. Иначе сельхозугодья, реки и озера погибнут, воздух наполнится зловонными испарениями и человеческая цивилизация утонет в стоках. Так как же решить эту проблему? Энергоэффективно, экологически чисто и прибыльно. Как сделать так, чтобы навоз из проблемы превратился в постоянно возобновляемый источник энергии и дохода для человечества? И мы нашли такое решение. Как ни банально, но это пиролиз. Высокотемпературный пиролиз специально подготовленного свежего навоза с высокой степенью влажности. В отличие от классических технологий, наша не предполагает сушку навоза. Это потеря большого количества газа, растворенного в навозной жиже. В качестве примера рассмотрим пиролизный комплекс контейнерного типа для переработки навоза производительностью 30 тонн в сутки. Навоз из коровников поступает в блок сепарации, где происходит отделение излишков воды. Затем частично обезвоженный навоз подается в навозоприемник для накопления. Оттуда он поступает в промежуточную расходную емкость с системой подогрева и перемешивания. Далее подготовленный навоз подается в пиролизный реактор непрерывного типа работы. В реакторе при температуре до 1000 градусов Цельсия происходит разложение навоза на 3 основных составляющих – газ, пиролитическую воду и углеродный остаток. Выработанный газ подвергается 100% очистке и поступает в газгольдеры, а оттуда на газопоршневые электростанции. При технологической необходимости газ экологически чисто сжигается на факельной установке. Как и биогаз, условно его можно разделить на две части – энергетическую и балластную. Энергетическую часть составляет смесь метана и других высококалорийных газов. В общем объеме их больше 87%. Балластная часть крайне мала – 10-12%. Газ, полученный при пиролизе, обладает достаточно высокой теплотворной способностью – около 43,14 мегаджоулей на метр кубический, фактически эквивалент природному газу. Поэтому на выработку 1 киловатта электрической энергии его уходит значительно меньше, чем биогаза, а именно 0,3 метра кубических на 1 киловатт-час электрической энергии. Пиролитическая вода представляет из себя водный концентрат минерального удобрения с нейтральным pH.
Он поступает на склад накопления жидких удобрений, а оттуда поступает потребителю. Углеродный остаток имеет теплотворную способность, эквивалентную дровам или бурому углю. Из него можно получить хорошее твердое топливо или сорбент. Образующийся в процессе работы комплекса излишек тепла распределяется следующим образом. От пиролизного комплекса тепло подается в расходную емкость и навозоприемник, а тепло от когенерационного блока газопоршневой электростанции поступает на обогрев склада жидкого удобрения. Также избыточное тепло может использоваться для других хозяйственных нужд. Все оборудование мобильное, контейнерного типа. С возможностью быстрого наращивания производительности для установки требуется только ровная площадка с твердым покрытием. Удельные капитальные вложения на 1 киловатт установленной мощности 1200-1900 евро, включая монтаж и пусконаладочные работы. Срок окупаемости комплекса до 3 лет. Теперь сравним параметры двух технологий. Очевидно, что практически по всем показателям пиролизная технология эффективнее биогазовой. Процесс занимает непродолжительное время и не требует значительных энергетических затрат. Производственный комплекс не нуждается в капитальном строении и не требует проектирования. Комплекс работает на полном самообеспечении. Избытки тепла и электрической энергии отдаются потребителю. В процессе работы пиролизного комплекса нет загрязнения воздуха дымовыми газами. Дымовой трубы нет в конструкции оборудования, так как нагрев реактора осуществляется за счет выработанной электроэнергии из полученного высококалорийного пиролизного газа. При переработке навоза по нашей технологии отсутствуют отходы. Образуются только полезные продукты – газ, твердое топливо, концентрат жидкого минерального удобрения, тепловая электрическая энергия, питьевая вода, сконденсированная из атмосферного воздуха. Происходит 100% обезвреживания от патогенной микрофлоры твердого остатка и концентрата жидкого удобрения. Время монтажа оборудования и пусконаладочных работ до 7 дней. На первый взгляд все выглядит вроде бы неплохо. Но многие могут скептически сказать: фантастика! Это голая декларация. Где расчеты, научные исследования, полученные результаты? Нет, уже не фантастика, а самая настоящая реальность. Я не могу рассказать, как мы сделали процесс энергоэффективным при такой высокой влажности навоза. Это наше достижение и коммерческая тайна. Но могу вас уверить, что в данной технологии использованы все факторы, влияющие на процесс скоростного испарения влаги из полидисперсных систем. И рачительно использованы все тепловые потоки, образующиеся в процессе производства. Мы провели и проводим большие научно-исследовательские и инжиниринговые работы в этой области. С частью открытых результатов нашей работы мы с удовольствием с вами поделились. Конечно, какая технология эффективнее и что имеет больше шансов на жизнь, решать вам. Я надеюсь, что у вас теперь изменится мнение, что навоз – это просто вонючий отход. Более того, самые последние наши исследования говорят о том, что навоз является постоянно возобновляемым источником для производства дешевого водорода, углерода и наноуглерода.